Сегодня сделаем вот такое вот перекрученное кольцо. И вначале добавляем в нашу сцену торус. Начнем работать с ним. Здесь сделаем 32 сегмента, здесь 8. У вас изначально там будет написано 48 и 12. Меняем на меньшее значение. Переходим в режим редактирования. В режиме отображения плоскостей выделяем все плоскости клавишей А. Подключу-ка я отображение клавиш на экране с помощью аддона Screencast Keys. И после того, как мы выделили с помощью клавиши А все сегменты нашего торуса или пончика, добавляем перекрестных ребер на наш пончик. И еще раз Face и удаляем предыдущие квадратные ребра. В этом меню во второй графе меняем значение 40 градусов на 100 градусов. Max Shape Angle. Добавляем модификатор Subdivision Surface. Теперь мы видим, что наш торус он немножко угловатый. Мы видим эти ребра круговые по периметру. Давайте их удалим. В режиме отображения ребер выделяем одно из ребер. Shift-G, Face Angles. И мы видим, что у нас все эти похожие ребра выделились, и удаляем их. С помощью клавиши Ctrl-X сгладим наш пончик. Правая клавиша мыши, но это нужно сделать в объектном режиме. Правая клавиша мыши Shade Smooth. Опять переходим, возвращаемся в режим редактирования Edit Mode. Теперь мы видим, да, что у нас теперь идут такие перекрученные полосы наших граней. И нам нужно добавить дополнительные ребра через одну такую полосу. Ctrl-R. И 2 раза нажимаем, чтобы закрепить посередине дополнительное ребро. Опять Ctrl-R. 2 раза нажимаем. Через одно. Ctrl-R. Теперь с зажатой клавишей Shift выделяем все эти новые дополнительные ребра. Точнее говоря, с зажатыми клавишами Shift-Alt. Теперь мы вдавим эти выделенные ребра внутрь нашего кольца с помощью клавиш Alt-S. То есть мы вдавим их вдоль нормали. Мышкой можем сильно не мучиться, не регулировать. Мы отрегулируем это значение вот в этом окошечке. Следующий шаг. Добавим Bevel, Ctrl-B, вытягиваем чуть-чуть, добавим один сегмент, здесь делаем значение 0,5, здесь у вас будет значение 0,5, можно выдвинуть на 1. Теперь выделяем внешние, наружные грани, опять же с помощью клавиш Shift-Alt. Только очень осторожно, да, чтобы не зацепить внутренние.
И тоже скруглим эти слишком резкие углы с помощью модификатора Bevel. Ctrl-B. Вытягиваем. Здесь у нас опять мышкой получилось какое-то дикое значение, но мы его подправим в меню. И получилось уже что-то более адекватное. Давайте посмотрим, что у нас получилось в объектном режиме. Вот получилось вот такое колечко, которое я вам показывал в начале.